Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня обзор товаров с сайта AliExpress. Много интересного и несколько позиций я выбрала в одном магазине. Этот магазин для меня новый. Я первый раз здесь заказываю. И я написала продавцу, что хочу делать видеообзор на этот товар. Он мне сразу ответил, написал, если кто-то будет делать заказ и напишет мое имя в сообщении, есть там такая строка «Связаться с продавцом», он сделает вам подарок. Под каждым товаром есть описание, как всегда, как обычно. И в этом описании очень подробно все написано, из чего сделан товар и какой материал. Так что заходите и почитайте. Там еще в описании пишется про доставку, как ее лучше оформить. И давайте, наверное, начнем. Я буду показывать бусинки сначала, какие я получила. Очень мне понравились эти бусинки. Как написано в описании, из фруктов бодхи, из семян пальмы. И нефритовый цвет – это белый восковой блеск, очень похожий на свечу. Знаете, вот такое вот ощущение, что свечка в руках. Очень приятное на ощущение бусинки. Бусинки 8 на 10 миллиметров. Здесь 114 бусин. И, как видите, здесь 6 бусин отдельно прикреплены, привязаны. Видите, на нитку такую толстую. Очень много бусин. Я думаю, это, наверное, бусины, чтобы четки делать. Но я буду делать украшения на свой вкус. И, наверное, здесь не одно украшение получится. Было, по-моему, несколько вариантов размера бусин можно выбрать. И вот такой интересный красивый цвет. Не чисто белый, а вот похоже такой нефритовый цвет, как написано в описании. Очень понравились мне бусинки. И еще эти бусинки со временем будут менять цвет. Они будут темнеть. Там нарисована картинка, какими цветами будет со временем темнеть. От светлого до темного. Очень интересно мне посмотреть, как будет менять цвет эти бусинки. Ну и дальше посмотрим вот такие бусинки. Сейчас открою. Это бусины сине-белого цвета, ручной работы. Они не идеально одинаковые рисунки, так как это ручная работа, написано Лемфорг. И посмотрите, какие они красивые. Сейчас я надену несколько бусин. Немного отличаются они. Видно, да, по размеру? Написано, что это обработка под старину идет. И 10 бусин в комплекте. 12 миллиметров бусинка. И, по-моему, там был другой размер. Два размера всего лишь. Маленький и большой написано. Выбрала вот такие. Вот так они выглядят сбоку. 10 штучек. Красивые бусинки. Понравились. Вот такие бусины. Ой. Это кварц. Природный кристалл. 100% написано, что это натуральные бусины. Я выбрала 14 миллиметров. Очень красивые бусинки. Прозрачные, как слеза. Очень красивые. Конечно. Есть размеры. По-моему,
от 6 миллиметров и до 14. По 10 бусин идет вот в комплекте. Очень понравились. Надо, конечно, теперь и поменьше выбрать диаметр, так как пишет это 100% натуральные бусины кварца. Это не стекло. Так, дальше вот такие бусины. Вот такие бусины. Это написано из семян бодхи. 12 миллиметров. Они очень легкие. Здесь отверстие не маленькое. Хорошее. Пройдет и мемори проволока. Как написано, здесь есть рисунок. Глаз дракона. Где-то есть. Вот видно, треугольничек такой. И на каждой бусине должно быть такое изображение. Понравились бусинки. Легкие. Буду делать украшения в стиле в таком. Классные бусинки. Видно, что это натуральные. Понравились. Ну и вот такая подвеска. Ручной работы написано. И сделана она из меди. Вот так она сзади выглядит. Померяем сейчас 5 сантиметров и на 4,5. Написано, что инкрустировано натуральными камнями. Ну а какими не написано. Очень красивый рисуночек здесь. Все проработано, отшлифовано ровненько. Здесь вот такой бейл большой. Очень красивая подвеска. Ну, конечно, она не дешевая, но она того стоит. Я очень давно покупала серьги. Сейчас покажу вам серьги. Они у меня очень давно, лет 20 назад, если не больше. И тоже в таком же магазине покупала я, где продавалось все в таком стиле. Выбрала я вот такие серьги. И посмотрите, как они хорошо подходят к этому кулону. Я когда уже купила и вспомнила, что у меня есть серьги. Ну, подходят, я думаю, подходят им уже столько лет, и они вот остаются, видите, в таком же цвете. Не почернели, не пожелтели. Может быть, немножко такой налет желтоватый, но практически его не видно. Я их даже не протирала никак, так и ношу. Ну, вот теперь будет у меня комплект. Красивая подвеска, она в винтажном таком стиле. Понравилась. И тяжелая, нелегкая. Выбрала вот такую еще бусинку. Она тоже в таком винтажном стиле. Инкрустирована натуральными камнями, как написано у продавца. 25 миллиметров на 15. Я выбрала в серебре. Под серебро здесь видно, да, металл. И есть под золото. Из латуни выполнена и ручная работа. Видно, что здесь не очень ровно все. Руками сделано.
Вот такая бусинка. Одна штучка идет в позиции. Ну вот, можно ее одну даже куда-то поставить, центральную сделать. Красивая бусинка. Это все было с одного магазина. Если вам что-то понравилось, посмотрите. Будет ссылочки все в описании под видео. Так, ну и следующее. Вот такие бусины турквенита. 14 миллиметров нашла, так как очень трудно найти крупные бусинки. Нашла 14 миллиметров. Так как я уже, сейчас покажу, я покупала 12 и 10, но в другом магазине. И они немножечко, совсем немножко отличаются по цвету. Ну, если их вместе, наверное, собрать, это и не будет заметно. Ну, а так, если вглядываться, я думаю, вот, хорошо цвет совпадает с кулоном. И наверняка я эти бусины буду применять в этом украшении. В этой позиции идет 50 штук. И можно в этом магазине заказать от 4 мм до 20. Конечно, это не дешево. Я не знаю почему. Так все подорожало. Эти бусины до 20 миллиметров. 20 миллиметров это вообще около 1000 рублей стоит. И доставка идет, по-моему, от 10 миллиметров. Уже идет платная доставка. И 50 штук здесь. Ну, не знаю, насколько хватит украшений. Вот такие бейлы. Очень крупные. Мне они понравились. То, что они идут с этой стороны плоские. Очень удобно. Будут лежать на груди. И посмотрите, какой он крупный здесь. Бейлик. Здесь можно несколько тросиков провести. И я всегда обращаю внимание, когда идет колечко в такой же плоскости, как и сам бейл. Это очень удобно, потому что подвески бывают здесь с петелькой, и удобно надевать. Например, я такие бейлы здесь делаю кусачками надрез и надеваю прямо на колечко, и один раз это делается, потому что второй раз может уже поломаться сама вот эта петелька. И один раз я надела и закрыла все, чтобы подвеску не снимать. Очень красивый бейлик. Понравился мне. Так, и размер его 2 сантиметра на сантиметр. В позиции идет 6 штук. Красивые, посмотрите, здесь рисуночек. Вот как раз можно сделать бусы трехрядные, например. Красивые бейлы. И вот такие бейлы еще заказала. В комплекте идет 2 штуки, но я думала, они будут немножко хоть побольше. Ну, вот такие малюсенькие прям. Прималюсенькие. Сантиметр всего лишь. Вот так, сантиметр. И здесь 6 миллиметров. Ну, можно какой-нибудь кулончик. Сейчас я возьму пример, покажу. Вот у меня подвеска есть с отверстием. Видно, да? И сейчас откроем. Сейчас я возьму инструмент. Можно вот так, наверное, открыть. О, видно, да, вам открывается. Чтобы плоскогубцами не брать. Я не знаю, как он, мягкий или твердый. Да, можно и руками, но надо силу применить.
Здесь надо раскрыть один раз и один раз, наверное, закрыть. Надо побольше, еще больше раскрыть. И здесь есть, вот видите, да, такой штыречек маленький. Он вставляется и потом зажимаем. И здесь есть отверстие, куда потом можно прикрепить бусы. И зажимаем. Я не буду зажимать, потому что я наверняка буду другое что-то подвешивать. Красивый цвет такой. Видно, тут с чернением идет. И вот таких два идет бейлика. Маленькие. Бывают нужны и маленькие бейлы такие. Куда-то прикрепить можно даже и на серьги, наверное, прикрепить. Я так думаю, если есть подвесочки маленькие. Они маленькие. Вот такие малюсенькие бейлики. Так, дальше. Это бусины. Одни из любимых моих. Очень нравятся мне они, так как я уже давно ими пользуюсь и применяю в украшениях. Они мне очень нравятся, заканчиваются у меня. И я всегда их подкупаю. Сейчас я покажу вам бусинки, когда я их переделывала украшения старые, и у меня вот остались две. Года два, наверное, назад я покупала первый раз их. И что мне нравится, они сильно не изменились в цвете. Видно вам, да? Они практически такие же. Они, может быть, немножко пожелтели. Вот видно, немножко пожелтели. Но не сильно, как бывает. Вот у меня другая фурнитура я показывала под серебро. Очень сильно потемнело. А вот эти бусины мне очень нравится, то, что они остаются долго вот в таком цвете. И больше с ними темнее они не становятся. Поэтому я их очень люблю. И всегда вот подкупаю, когда они у меня заканчиваются. Кто любит такую фурнитуру под серебро, рекомендую. Это основа для сережек. Я уже покупала другую форму. Очень много разных вариантов форм. Это из нержавеющей стали. Я выбираю вот такую для себя форму, так как я сейчас делаю бисерные серьги. И вот на вот эту часть я приплетаю бисер и потом делаю свисающие такие серьги у меня получаются. Здесь 10 штук идет в комплекте сережек. 27 миллиметров на 27. Здесь даже можно не только бисерные сделать. Здесь с одной стороны вынимается сторона одна. Здесь можно набрать любые бусинки, чтобы они проходили, конечно, вот здесь. Бисер можно набрать, я думаю. Какие-нибудь красивые бусинки. Потом опять вставляем в это отверстие. И здесь плоскогубцами зажимается эта деталька. И будет она держать. Здесь есть петелька, куда можно прикрепить швензу. Вот видно вам, да, отверстие, куда крепится швенза. И даже есть отверстие вот здесь. Здесь можно тоже прикрепить какую-нибудь деталь. Да, я не обращала на это отверстие. Можно тоже придумать что-нибудь. И получаются интересные сережки. Вариантов много было разных форм. Можно выбрать любую. Ну, кто любит такие серьги. Это нержавеющая сталь, я уже сказала. И 10 штучек в комплекте. Это значит 5 пар серег можно сделать.
Вот такие колпачки. Такие колпачки я уже покупала в разных цветах, в разных оттенках, какие только есть. Вот именно в таком серебре античном у меня нет. И что-то я начала делать, как раз они мне понадобились. И есть такие колпачки по 2 штуки продают. Вот я нашла тут 5 штук, идет в комплекте. Ну и вот одна тут совсем такая кривая получилась. Наверное, так выливают их горячими, наверное, да, потом сжимают. И вот как ее сжали неровно, так она и осталась. А ее уже трудно поставить, выпрямить, потому что он не гнется, этот металл, никак. Но все равно я придумаю даже и с таким колпачком что-нибудь можно придумать. Ну, остальные все такие же хорошие, как и приходили мне и в бронзе, и в меди, в медном цвете. Вот такие бусинки. 10 штук идет в комплекте этих бусин в форме бочонка, и размер 12 миллиметров на 8. Конечно, они на картинке были посветлее немножко. Написано, что это агат камень. Но они пришли более такие коричневые, насыщенные. И я не расстроилась, наоборот, когда я приложила вот сюда. Здесь есть такой цвет, точно такой. Они хорошо подошли по цвету. Так как у меня вот именно такого цвета бусин нету. Ну и если поставить, конечно, здесь где-нибудь несколько таких бусин в украшение, я думаю, будет неплохо смотреться. Вот уже эти бусинки, эти. И можно уже собирать украшения. Не помещаются даже на стол в камеру. Это бусины кокоса, как написано у продавца. Я выбрала 4 миллиметра, 6, 8 и 12, так как 10 у меня еще есть. Я ранее уже покупала. Здесь по 330 штук, очень длинные ниточки. Не знаю, надолго хватит, посмотрите, какие они. И в этом магазине до 12 миллиметров. Я, как всегда, ищу покрупнее. И нашла это в другом уже магазине. Я нашла 14 миллиметров бусинки. И здесь уже 150 штук. Так как здесь уже идет платная доставка. Если чуть больше бусинки, сразу идет платная доставка. Я хочу еще больше диаметром, но нет, не нашла. Я нашла деревянные пуговицы большего диаметра. И как это у меня 14 миллиметров, не помню, сколько пуговицы мне придут больше диаметр. И уже тогда вам покажу. Хочу делать украшения из кокоса. На уменьшение, на убавление, знаете, такие, да, бусинки делать. И будем делать вместе. Покажу, что я придумала. Вот столько бусин кокоса. Это коричневый цвет. Есть черный оттенок. И я выбирала коричневый такой цвет. Вот хорошо сочетать вместе. Если их через один ставить, или, например, столько бусин, можно красивое украшение придумать. У меня уже в планах несколько украшений делать именно с турквенитом.
и тигровым глазом, и кокосом, так что будем делать вместе все. Вот даже не помещаются эти бусины в экране. Вот такая у меня была сегодня интересная распаковка, обзор товаров, новых преновых для меня. Мне очень все понравилось, вот эти бусинки, они недорогие, но как они смотрятся красиво. Все бусинки понравились, очень красивые. Если вам что-то тоже понравилось, я оставлю ссылочки, можете посмотреть, и если вас заинтересовало, пишите мое имя, вам будет подарочек в сообщениях, пишите. Если вам понравилось мое видео, поставьте мне пальчики, мне будет очень приятно. Напишите комментарий. Тоже будет приятно. Ну а кто не подписался, подписывайтесь. Много интересного впереди. Я с вами не прощаюсь. До скорых встреч. Всем пока.